Всем привет, друзья! Меня зовут Игорь Белов, и сейчас вы посмотрите фильм, в который мы вложили немало усилий и времени. Я надеюсь, он вас очень зацепит, и я хочу вас попросить о том, чтобы вы делились нашими выпусками, рассказывали своим друзьям и знакомым. Это будет самая большая благодарность и отдача с вашей стороны. Еще один момент, постараюсь сделать выпуск о том, как мы снимали этот фильм. Будут такие закадровые видосы. А теперь, конечно же, фильм. Почувствовали? Тут теперь всегда так. Тихо. Примерно последние 15 лет. Единственные посетители — это крысы и птицы. Это здание старой подъемной машины. Внутри находится клетевая лебедка. Технически это звучит так. Однобарабанный орган навивки двухконцевой подъемной установки. Теперь разберем подробнее. При вращении барабана подъемной машины один канат навивается, и подвешенная к нему клеть поднимается по стволу, а другой канат свивается с барабана, и подвешенный к нему противовес клети опускается. Я хожу сейчас по стальному канату, он весь промасленный и прилипает, подошва ботинок прилипает и скользко здесь. Короче, не очень безопасно находиться даже на барабане. На барабане есть таблички, правда на них не видно обозначений. Это были таблички с номерами горизонтов шахты.
Барабан подъемной машины напрямую связан с таблицей горизонтов специальным приводом. По мере того, насколько опускается клеть, ползунок показывал, на каком горизонте она находится в данный момент. Сейчас клеть находится на нулевой отметке, а противовес опущен на самое дно шахты. Да, я заклеил последние цифры горизонтов, так как объект засекречен. Количество посадки в клеть 44 человека. Скорость клети 1 метр в секунду. Спуск на самый нижний горизонт 860 занимал примерно 15 минут. На сегодняшний день это очень долго. Шахты с более современным оборудованием это сделают примерно за 3 минуты. Кстати, диаметр барабана составляет примерно 5 метров. Конечно же, подъемный барабан оборудован тормозной колодочной системой. Тут тоже все очень просто. При нормальной работе подъемной машины поршень в цилиндре находится под давлением сжатого воздуха, которое создает компрессорная установка. Благодаря этому тормозной груз находится в верхнем положении. Таким образом, колодки не прижимают барабан подъемной машины, и он находится в рабочем состоянии. Но если выпустить воздух из системы, грузы опустятся и колодки прижмут барабан под собственным весом этих грузов. В таком положении тормозная система находится почти 15 лет. Пневмоштоки все еще блестят, и кажется, что если подключить тормозную систему, все заработает как раньше. Сердце шахты. Это не машина. Нет, это человек. Человек, который находился за вот этим пультом управления подъемной установки. Отсюда осуществлялся спуск и подъем клети. Сейчас ручка тормоза подъемной машины опломбирована, скорее всего инспекцией. Пульт частично разобран, и все же смотрится очень живо и атмосферно. Недалеко от шахты была троллейбусная линия. Люди сюда приезжали на работу на этом виде транспорта. На пульте был оставлен билет 2002 года выпуска. Наверное, в это время шахта полностью перестала функционировать. Огромный понижающий редуктор Новокраматорского машиностроительного завода и два двигателя 1948 года выпуска. В здании есть еще один зал, в котором находилась киповая подъемная машина. Демонтирована она очень давно, и о ней ничего не известно. Единственное, что тут осталось, это маленькая бытовка, в которой мы нашли чертежи шкивов копра и всякой ненужной мелочи. Крыша полностью деревянная и не выдерживает течение времени. Со своего ракурса она повидала много событий. Теперь сюда частенько залетают и гнездятся птицы. В здании находится собственная подстанция, которая питала подъемную машину, вентиляционную установку и рабочее освещение. Подстанция высоковольтная и низковольтная. Работники производили переключение. Слышен был гул.
когда-то это все работало. С этого уровня производили спуск людей в клети. Сама клеть двухэтажная, и как я ранее упоминал, она вмещает в себя 44 человека. Ее грузоподъемность составляет 7,5 тонн. В этой комнате находился человек, который отвечал за порядок спуска и подъема людей, подавал сигналы машинисту подъема. Строительство шахты началось в 30-х годах. Добывали здесь руду, содержащую железо, а именно руды мартитовые. В послевоенное время был восстановлен и переоборудован копер на более мощный, а сама шахта углублена до отметки примерно минус 900 метров. В эксплуатацию введена скиповая подъемная машина и два скиповых сосуда емкостью 10 тонн каждый. Примерно в 90-х годах шахта исчерпала свои запасы. Скиповой подъем был полностью демонтирован, остался только клетевой. Армировка шахтного ствола уже была в аварийном состоянии. Клетевая машина подъема не была усовершенствована, в результате чего было принято решение производить спуск-подъем клети со скоростью 2 метра в секунду, а позже уменьшили до 1 метра в секунду. Примерно в 2002 году, как я уже упоминал, шахта была ликвидирована. Полагаю, из-за ненадобности как самостоятельное предприятие, либо причина в состоянии армировки ствола. Она в очень печальном состоянии. Дальше увидите сами. Мы спустимся в эту шахту, чтобы найти нечто, чего на канале я еще ни разу не показывал. Для этого нам нужно пройти длинный, рискованный и сложный путь. Путь вниз на сотни метров, чтобы найти этот старый артефакт. Мы находимся под пробкой в шахтном стволе, глубина которого примерно 900 метров. В пробке есть отверстие, через которое в шахту попадает воздух. Дышать тут можно спокойно. Начинаем наш спуск в 10 утра, но есть сложность – это охрана. Попасть сюда было тяжело, поэтому следующая возможность выброса только при пересменке охраны в 23:00. Только так мы сможем остаться незамеченными. У нас осталось 13 часов для достижения нашей цели и обратный путь. Время пошло. Все, мы собрались, Ваня уже спускается до первой перестежки и потом позовет меня, освободит веревку и буду спускаться я. Сейчас мы находимся в шахтном стволе под пробкой, это нулевая пробка, то есть она на поверхности, вровень с землей поставлена, мы под ней находимся примерно метра 3 где-то. Примерно так, до 4. Здесь из дерева такой полог шикарнейший, место обалденное. Правда, здесь сквозняки серьезные. Смотрите, вот это вот, это проводники для скипа. Здесь были 2 скипа, катались по стволу объемом, то есть даже не объемом, а грузоподъемностью 10 тонн каждый. И в центре была
каталась клетюшка грузоподъемностью 7,5 тонн. Здесь такие есть стальные канаты. Вот, это парашютные канаты, они по бокам проводников. То есть в случае обрыва клети с главного стального каната, ну вдруг такая ситуация, конечно, я не знаю, что должно произойти, но тем не менее, вдруг клеть оборвется, она зацепится и остановится на этих вот стальных канатах парашютных. То есть это такая страховка для клети. То есть она здесь осталась, удивительно. И она, походу, спускается, это, так сказать, система аж до дна практически. А там, если видно, вон там тоже есть трос. Это трос для противовеса клети. Я не знаю, встретим мы его или нет в стволе. Мне кажется, нет, потому что клеть наверху как бы, а это может быть внизу. Не может, а точнее 100% будет внизу противовес. Но не факт, что он там есть. Может, трос просто, этот стальной канат обрезан и все, и никакого противовеса нет. Что тут еще? Кабели связи есть. Удивительно, что их не тронули, как бы 4 штучки вроде бы как. И наши вещи сухие мы здесь оставляем. Что еще есть? Вот еще есть, если видно, вот это вот труба, она идет по окружности всего ствола. Это похоже больше на пожарную систему, так как здесь проводники деревянные, могут загореться, и ствол более-менее сухой. Поэтому... Шо? Плохая слышимость в стволе уже. Ваня кричит, что спусковое устройство нагрелось, веревка сухая. Ствол более-менее сухой, метров на 150. Так вот, я не договорил. Вот это устройство такое пожарное. Очень похоже на это. Пожаротушение. И проводники, есть вероятность, так как они деревянные, могут загореться. Поэтому такая система здесь очень актуальна. Еще причиной тому отсутствие грунтовых вод на такое расстояние 150 метров, как бы очень даже актуальна пожарная система. Очень. Ну и пробка металлическая, с двутаврами, с металлическими листами, потом деревом перекрыли. Ну, самая стандартная и обычная пробка. Такое вот. Думали с собой взять вот шлямбурные уши такие. Вдруг пришлось бы где-то бурить отверстие под анкер и спускаться по шлямбурным ушам. Вязаться за них точнее. Одел кучу перчаток, потому что спуск сейчас будет на 300 метров, поэтому сотру перчатки просто веревкой и стертые выкину, останутся там у меня еще слои есть. Ладно, поехали, спускаемся. Смотрите, там вот это аварийный выход был с лестниц, там часы висят. Это такая память от ОЗМщиков. Они тут были, поработали. Так что часы показывают сколько? 5:17. То такое.
На таких табличках отмечен номер лестничного пролета. Это самый сложный участок шахтного ствола, который следует преодолеть, спускаясь по веревке. Да, состояние у шахты такое. Видите, сбоку лестницы есть. Вроде как по ними можно лезть, но там дальше будут участки, я вам покажу, почему мы не полезли по ним. Хотя веревку проложили. Вот участок без лестничного пролета. Лестницы, смотрите, какие лестницы, вообще жесть. Даже смотреть страшно в их сторону. Сверху вон лестница тоже находится. И там полосик, состоящий, поуезжаю, из 2 досточек, которые непонятно сколько здесь провели времени, какое у них состояние. Ладно, мы спускаемся дальше. Отдохну, пока спусковое греется сильно, потому что веревки сухие. Ну вот, это пространство для скипа. Здесь ездило 2 скипа по 10 тонн, как я уже ранее говорил. И клеть. Ствол сухой пока. И зачастую обычно ствол делают, да, там заливают цементом крепкой, самой крепкой марки обычно. Ну, по-разному бывает, но в основном самой крепкой марки. Но здесь часть ствола, примерно 3 метра, то и может быть 4, укладка была большим таким шлакоблоком или кирпичом, непонятно.
Шо? Хорошо! Ваня пролез в перестежку и освободил веревку. Так что можно спускаться. Фух, место, где отлетел проводник деревянный. И теперь пусто. И прогнивший двутавр. Жесть. Наша вода. На подъеме, если что, будем пить. Чтобы с собой не тягать, мы развесили по стволу воду. Здесь произошла такая авария в стволе. Проводники, видать, тросом закрепили кое-как, но все равно выглядит ненадежно. Очень аварийный участок ствола. Направляющие скиповые проводники связали стальным канатом, который поржавел. Состояние этой конструкции очень хрупкое. Мы спускаемся ниже. Надеюсь, эта конструкция не упадет на нас. Если прислушаться, можно услышать, что Ваня поет. Это значит, с ним все хорошо. Это у нас такие знаки. Поэтому я за него спокоен. Такая вот прогнившая система вся. Ладно, спускаемся дальше. Ух ты. Я думал, тут этот обход ствола. Нет,
тут тупик. Ну, наверное, больше. Не было, будет. Ух ты, а такого я еще не видел. Смотри, повторяют контур ствола. Ага. Выпуклость ствола. Слушай, тебя тоже этот песок задолбал? Да, в глаза сыпет, я ним дышу. Да, дышать, солененькая, блин. Да. Ого. Короче, мне Ой-ой-ой, не нравился дымка. горизонт. Видишь дымку? А ну, если я так присяду, короче, дымка Нырнуть стоит. хочешь? Давай нырнем. Да, есть. Есть дымка. Вот она. Вот. Мгм. Возвращается. Короче, уходим. Если видно, вот она. Там дальше затоплено. Ладно, не будем рисковать, уходим. Спускаемся дальше. Да, горизонт такой. Первый горизонт. Немножко необычный, куча разветвлений. Горизонт минус 220. Мы его проходим транзитом. Нет времени на все. К тому же в нем нет воздушной тяги. Вообще никакой. Душно. По слухам, этот артефакт, что мы ищем, находится гораздо ниже. Так что пару горизонтов мы точно проходим транзитом. Все, Ваня уже на горизонте. Горизонт 320 у него, у нас 200. Поэтому здесь особо делать нечего. Тем более он такой... Не нравится мне. Газ какой-то присутствует, не хочу проверять. Сейчас спускаемся на 320. Цель 470 горизонт. Глубина которого 470. Все, спускаемся. Горизонт минус 320. Его проходим тоже транзитом. Тут отсутствует воздушная тяга. Она уходит вниз по стволу. Уже с этой отметки лестницы становятся не такие гнилые. Теперь спускаемся по ним. Горизонт 320. Нам он не интересен. Мы спускаемся на 470. Первая мыка пролазит, там дальше козырек и не так льет. Хорошо.
Ого. Горизонт 400. Нам он не интересен. Мы спускаемся дальше. Следующий наш. Его будем исследовать. А это мелкие такие. Все, лезем дальше. Отснял. Да. Та 650 ватт, даже киловатта нет. Переноска. Вот это тут работали. Да. Сыр, кстати, да. Вкуснятина. Лавочки. Это были лавочки. Лавочки ожидания. О, на 1 люмен. Отлично. Идем по схеме. Вот у нас схема 470 горизонта. Мы сейчас находимся вот здесь вот. Вот север компаса совпадает с, короче, ориентацией карты. Вот, значит, горизонт идет туда. Он идет туда. Да, пошли. Следующий наш ориентир это вот Сейчас. этот вот. В общем, нам до первого поворота налево. И там мы остановимся и обратно сориентируемся по Да. компасу. Мы идем по главному квершлагу горизонта 470. Он такой затопленный, конечно. Под ноги надо смотреть. Идем дальше. О, минералов сколько. Жесть. О, гирлянда. Да? Прикольно. Мы использовали компас, чтобы понимать, на сколько градусов поворачиваем и в какую сторону мы двигаемся. Кто не знает, компас под землей работает лучше, чем на поверхности. Такая вот особенность.
Шли и вышли на вентиляционные двери околоствольного двора, с которого мы только что выходили. Идем дальше. Выработка уходит куда-то вдаль. Что там по карте? Что, компас бесится? Надо в центре стоять, наверное, выработки. Не, ну це нормально. Металлические породы, насыщенные металлом. Тут течь. Смотри, может тут родоспуски. Нам налево, по-моему. Ні. Да. Наверное. Да? Ну, пошли просто пройдемся хотя бы. Налево, посмотрим. Ну ще даже вот это не... Мне кажется, прошли. Давай глянем, если уходит куда-то вдаль, то это штрек. Нет, он в принципе может Ну, сейчас ра- завернуть, и не выйти. Но разъезд Ничего. очень похож, разъезд. Ну, схема тогда очень приблизительная. Очень. Тяга сюда. Тяга есть, да? Еще поворачивая, да? Да, пошли пройдемся. Если участок прямой, то все, идем, короче, по нему. И тяга, да, есть тяга. О, это наш клиент. А? Не, может просто Смотри. вот этот брат быть. Смотри, уходит. Даль. Пошли. Не факт, что там будет полезное или интересное, но двери тут хорошие. Нет, двери дело в том, что могли быть отсюда, только ж. Тут надписи есть? Не, нет ничего. Может для, Ну, тяга не секунда. для взрывчатых веществ может было что-то. Ну, молодая забытовка. И мазали отсюда. Все, просто. Там видно, да. Пошли. Ужас. Плесень такая разрослась. Больше до меня дома не нравится. Ага. Тупики. Тупики, тупики. Ебал, а где тут тележка вот эта? Не та шахта. А та что назад. Затоплено там дальше. Да, склад походу. Тоже. Я здесь. Проваливаюсь. Блин, я провалился. Вагонетка старая, деревянная. Жесть. Колесных пар нет. Да, деревянная. Старье, идем дальше. Квадратный шахтный ствол с коренной породой, без какой-либо облицовки. Пошли обойдем. Может быть. Вот тут тебе придется намочить ноги.
Слушай, там двери. Надо пройтись посмотреть. Двери мы не откроем их, наверное. Точно не откроешь. Ну да, загляну ближе. Чуть-чуть. Да уж. Итак, горизонт минус 470. У нас возникла проблема. Мы уперлись в странную герметичную дверь. Хотя по карте мы еще не дошли к нашей цели. Что за ней может быть, неизвестно. Может, там еще больше затопленный участок. Открыть ее не смогли. Мы решили спустить уровень воды с горизонта в слепой шахтный ствол, чтобы уменьшить давление на эту дверь и снова попытаться ее открыть. Кстати, глубина слепого ствола с нашей отметки составляет примерно 400 метров. Прокопали еще один канал панамский. Я думаю, ключ ко всему расширять вот эту историю, и будет нормально. Воду немного спустили, но дверь намертво закрыта. Дальше не пройти. Мы в тупике. Все зря? Есть еще одна проблема. Воздушная тяга с нашего горизонта уходит в слепой ствол. Это значит, что нам нужно вернуться и продолжать спускаться в ствол без воздушной тяги. Рисковать не хотелось. Мы потеряли много времени. Становилось немного душно. Воздушная тяга отсутствовала. План был такой: пройти по горизонту минус 470, на котором мы были, и выйти на рабочий ствол действующей шахты, спуститься по нему на недействующий 620 горизонт и найти то, что нам нужно. Задача простая. Сейчас задача усложнилась, и наш путь лежит через заброшенную шахту. Не знаю, найдем ли мы сейчас то, что ищем. Сейчас мы на глубине примерно минус 520 метров. На этой отметке производили погрузку скиповых сосудов. Давайте представим, что шахта работает. На горизонте находится дробилка. Также тут есть ленточный конвейер. Все очень просто. Сверху через восстающую выработку поступает горная порода. В дробилке она измельчается и по конвейеру поступает в дозаторное устройство на погрузку в скиповой сосуд. Сейчас, к сожалению, в этой выработке все разобрано.
Воздушная тяга все еще отсутствует. Дышать было немного тяжело. Времени осталось очень мало. Горизонт примерно 540 метр. Мы пойдем посмотрим, что там. Тут у нас слепой ствол. Название такое слепой. Это потому, что он не имеет выхода на поверхность. То есть он с горизонта на горизонт. Или на горизонты нижние несколько может охватывать. И поэтому он только под землей находится. То есть ствол на поверхность не выходит. Поэтому и название. Здесь нет направляющих, кстати. Это чистый такой голый ствол. И здесь спускалась бадья. Такая, кто не знает, что такое бадья, это такая шахтная бочка, которая спускает людей. Вот так вот. Ладно, идем дальше. Фух. По-моему, нам толкой запутал. Там нормально. Что-то не то. Он до центра уже не... Я хотел туда перескочить. Да тут тоже глубоко. Надо туда. Вода здесь кристально прозрачная, вообще красота. Идет крепь бетонная по бокам, и все, и нет ничего. Да, рельсы, вон можно увидеть рельсы. В принципе, на этом горизонте больше ничего нет. Такое впечатление, будто его только-только сделали для таких откаточных работ серьезных. Вода уже ушла. Кстати, здесь почему нет воды? Потому что уклон горизонта всегда идет в сторону ствола, для того, чтобы вода стекала в ствол. Такой там, я не знаю, сколько там, 3 градуса делают уклон или 2, не помню, честно говоря. Здесь, походу, делали каркас для бетонной крепи. Козлы стоят.
Жесть, его не доделали. Он, видать, только разрабатывался. Непонятно что-то. Но я еще такого не видел. Все, тут уже можно более-менее идти. Поверхность твердая, воды уже не должно быть. Появилась маленькая воздушная тяга. Это ощущалось, когда мы проходили пробитые перемычки. Но расслабляться было рано, так как непонятно, какой воздух тянет. Может, далеко не свежий. Шли мы по горизонту и вышли на наклонный такой. Даже не ствол, просто выработка наклонная. Ваня уже начал спускаться. Но глубина у него серьезная. А сейчас, по нашей традиции, мы кинем что-то в наклонный. Угу. Блин, далеко уходит. Оставили кабель, не забрали. Что, попробуем спуститься. Я рюкзак оставляю. Поехали. Забыл сказать, что здесь угол 45 градусов. Смотрится очень стрёмно. Короче, выход на горизонт, я не знаю, что такое, не видел в шахте. На горизонте туман. Ой, нехорошо. Ладно, мы спускаемся дальше. Вон тухая в заборник. Ого. Ворота задвижные, походу. Нет, ну заборником еще можно попробовать. Да, есть. Есть? Угу. Нормально. Их можно поломать. Сейчас будем пробовать. Манай. Это и вы будете такими сильными, как я. Мы вышли на горизонт. Ну какой? Догадки были, что это горизонт номер 620. Если это так, мы должны выйти на кладбище Апракидов и именно через них попасть к старому артефакту. Кладбище Апракидов.
Значит, это горизонт минус 620. Значит, мы уже очень близко. А я вперед пойду, просто посмотрю техника. Тут внизу дырки и рудоспуски. Под нами несколько огромных рудоспусков, и надеяться на прочность опрокида, на котором мы находимся, не стоит. Блин, а тут кладбище опрокидов. Обводненный участок очень, и таким образом стекающую воду перевели на сторону, чтобы, наверное, на электровозы не капало и в породу, которую тут возили. Ну а мы идем дальше. Это 600-й горизонт, даже 620-й. Мы нашли. Это старая подъемная машина, которая находится на глубине 620 метров. Она подобна той, что была в начале этого видео, только немного меньше. Здесь такой же механизм с таблицей горизонтов, которая напрямую соединяется приводом к подъемному барабану. По диагонали вверх уходил стальной канат, там находился шкив. Сам стальной канат спускался в слепой ствол. Функция этой подъемной машины – транспортировка людей и груза в бадье на нижние горизонты. Из-за агрессивных условий металл очень ржавеет, но все еще можно увидеть мелкие детали. Самое атмосферное – это надпись на двутавре с новым 1974 годом. Люди брали с собой праздник на такую глубину. Также сохранился редуктор. Тут можно узнать о нем немного подробнее. Некоторые детали выглядят очень живо, и кажется, что они еще могут немного двигаться. Машина отработала свой ресурс и спрятана глубоко ото всех. Она хранит свою историю, к которой хочется прикоснуться. А сейчас нам нужно выбираться. Впереди очень сложный путь наверх. Времени осталось очень мало. Мы сделали нереальное. Несмотря на препятствия, нашли артефакт, старая подъемная машина. Время ее поглотит, и вскоре останется только песок. Мы прикоснулись к прошлому, но добираться сюда – это был сущий ад. И сказать, что мы устали, вы даже не представляете как, но мы успели выбраться вовремя. Если взять и отмотать время назад, когда мы только собирались спускаться, в самое начало, и предупредить себя, что нам придется замерзнуть, пройти загазованные участки, висеть на веревке под хрупкими конструкциями и шумариться 300 метров, что нам придется вытаскивать тяжелую веревку, когда руки отказывают в судорогах, и постоянно, везде и всегда рисковать. И если бы меня вначале спросили, согласен ли я на такой спуск, я бы ответил «да». Was painted in gold, we were made, and the world was ours. Untouchable souls, living life on the edge, no regrets, no control, dying